Травмпункт в старом районном здании жил своей размеренной жизнью. Узкие коридоры пахли антисептиком, а свет из высоких окон падал на пол бледными прямоугольниками. Медсестра Сара пришла на смену чуть раньше, чтобы успеть разобрать новые перевязочные материалы и проверить шкафы с лекарствами. Ее шаги глухо отдавались в пустоте помещения, а из соседнего кабинета доносилось тихое тиканье часов. Она как раз собирала из коробки упаковки бинтов, когда услышала за дверью резкий скрип подошв по кафелю. Звуки были грубыми, чужими. Дверь распахнулась, и внутрь вошли трое подростков. Они двигались шумно, демонстративно, как будто специально нарушали спокойствие. Один из них задел плечом вешалку для одежды, и та качнулась, звякнув металлическими крючками. Сара нахмурилась и сделала шаг к стойке регистрации, но в тот же миг почувствовала сильный толчок в бок. Она потеряла равновесие и упала на холодный кафельный пол. Папка с карточками пациентов выскользнула из рук, страницы рассыпались веером по полу. Сердце забилось быстрее, когда над ней нависли три силуэта. Главным среди них был высокий и крепкий парень по имени Майкл. Он стоял чуть впереди, держа руки в карманах, с ленивой ухмылкой на лице. Двое других, Том и Дэн, смеялись и переглядывались, будто это было обычное развлечение. Сара попыталась подняться, но один из них пнул ногой старый деревянный стул, стоявший у стены. Стул скрипнул, накренился, и его ножка, треснув, отлетела прямо к ее руке. Холодное шероховатое дерево оказалось в ее пальцах, и вместе с этим в Саре проснулась решимость. Она медленно поднялась на ноги, чувствуя, как в груди стучит сердце, а в ушах шумит кровь. Майкл сделал шаг вперед, явно ожидая, что она снова попятится или начнет умолять. Но этого не произошло. Одним быстрым движением Сара подняла руку и со всей силы ударила его по голове сломанной ножкой стула. Звук удара был глухим, но в нем чувствовалась сила. Майкл пошатнулся, теряя равновесие, и рухнул на колени, прикрывая голову руками. Том и Дэн, мгновенно потеряв храбрость, переглянулись и, не сказав ни слова, отступили к двери. Еще мгновение, и их шаги уже удалялись по коридору, становясь все тише. Сара осталась стоять посреди комнаты, тяжело дыша, сжимая в руках свое импровизированное оружие. Листья от открытой двери медленно закручивались по полу, а из-под крана в дальнем углу капала вода, нарушая тишину. Она смотрела на поверженного Майкла и понимала, что спокойствие этого места теперь будет защищено. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.